Здравствуйте, мои дорогие! Это канал «После смерти сына. Дневник мамы». Э, Я Екатерина Варади, его создатель и ведущая. И сегодня я проживала 93-й день со дня ухода моего младшего сына Ивана. И с каждым днем я все больше, мне кажется, понимаю, что такое горе. И сегодня мне показалось, что наиболее близким сравнением было бы то, что горе – это как ведро. Звучит смешно, но на самом деле не очень. Ведро, которое находится в себе все время. Но иногда оно как будто бы пустое. И ты ходишь, смеешься, улыбаешься, у тебя хорошее настроение. Ты не то чтобы забываешь, ты помнишь, что ведро там, но оно не вызывает сильно неприятных ощущений. А потом постепенно, потихоньку это ведро начинает наполняться. И когда оно переливается через край, у тебя начинается провал. И вот сейчас мы в отпуске. То есть отпуск продолжается. И, с одной стороны, это очень здорово. Мы всей семьей, нам очень хорошо вместе, мы много разговариваем, насколько возможно, гуляем. С нами Джек. И очень здорово, что мы есть друг у друга. Но в то же самое время отпуск – это в нормальной ситуации, это отдых. Это все равно меньше обязанностей, это все равно ты больше отдыхаешь, ну, поэтому это и отдых, и отпуск. И парадоксально, что в ситуации горя отпуск – это когда у тебя больше времени на мысли. И больше времени на вопросы, которые возникают сами по себе против твоей воли. Что было бы, если бы? Или мысли типа, когда был наш совместный отпуск вместе последний раз, когда это случилось, когда что. И меня сейчас обвиняют в семье, что, ну как обвиняют, заботьтесь обо мне, естественно, то есть не то, чтобы обвиняют, а просто так слегка пеняют на то, что я даже в отпуске продолжаю работать. Я продолжаю выпускать видео каждый день, выпускаю видео также на втором канале, а это связано с большой подготовкой, там, напиши сценарий, запишись и так далее, то есть много всяких шагов. И получается, что я не отдыхаю. Мне говорят, слушай, если ты не дашь себе отдохнуть, ты просто свалишься. И они не понимают того, что для меня сейчас работа – это единственная возможность остаться на поверхности. Потому что иначе горе просто утянет меня вниз. И так, то, что я получаю немножко больше времени на то, что я нахожусь сама с собой, это дает вот этому ведру наполниться. Как это происходит? То есть вот это наполнение, но знаете, оно не то, чтобы ты чувствуешь уровень, да, но ты, когда ведро практически пустое, ты живешь почти нормальной жизнью. А когда оно начинает заполняться, ты уже, чем больше оно заполняется, ты начинаешь больше чувствовать вот это ощущение, вот сейчас сердце провалится, сейчас внутри возникнет вот эта пустота с мраком, который его заполнит. И вот это заполнение, оно происходит вообще вне твоей воли и вне логики той событий, которые происходят. То есть вокруг тебя может вообще ничего не происходить. Но любой триггер, любое, что ты можешь увидеть или услышать, или даже то, чего ты можешь не услышать, когда ты хотел бы, является как спусковым курком, вот курком в оружии, для того, чтобы это ведро окончательно наполнилось, и ты впал в пучину горя, депрессии, слез. И, кстати, у меня вот одна моя подписчица и знакомая, художница, она написала мне о том, что ей психолог порекомендовала, она переживала подобную потерю, ей психолог порекомендовала каждый день устраивать время, когда она разрешает себе плакать, и устроить этому какой-то там не больше 15 минут, как она говорит, но каждый день. И она говорит, что это очень помогает. И буквально пару дней назад, когда у меня ведро оказалось пустым, или, по крайней мере, совсем слегка наполненным, я
написала ей, что, знаешь, вот я не вижу для себя этой возможности это применить, потому что когда ты с пустым ведром, ты не чувствуешь желания плакать, потому что ты понимаешь, что слезы — это тяжело. А вот сейчас, когда ведро у меня наполнилось и переполнилось, я уже не знаю, как ответить на этот вопрос. Мне очень интересует ваше мнение. Может быть, вы напишите, слышали ли вы о таком методе, что вы по поводу него думаете, и пробовали ли вы его применить. Потому что я нахожусь в сомнениях по этому поводу, но всерьез думаю, не попробовать ли мне это применить. Или я посоветуюсь со своим психологом. Я не знаю, для меня это открытый вопрос. Я вам говорю это честно, потому что это дневник, где я в том числе делюсь не только готовыми решениями, но и вопросами. И сегодня, на самом деле, вот был спусковой механизм у этого ведра, когда я чувствовала, что оно уже наполняется. В одном из моих прошлых выпусков я говорила о том, что клиника во Фрайбурге наконец прислала заключение о смерти Вани, официальный документ, который говорит причину, в котором он, собственно, упомянул, что смерть его был не рак, а остеомиелит, вызванный саркомой. Я уже сказала о том, что 87 дней для подготовки вот такого элементарного заключения, если врачи во всем уверены, это немножко более длинный срок. Но, знаете, я не знала самого главного, потому что это был единственный документ, который я специально даже не смотрела. Его прочитал мой муж, и только сегодня он мне сказал, он думал, что я знаю, что это письмо пришло к нам на домашний адрес, то есть не по электронной почте, на домашний адрес, и оно было адресовано Ивану Вараде. И вот это, знаете, то, что меня абсолютно... Вот знаете, это тот момент, когда ты в момент удара ты не чувствуешь. Вот в момент удара ты не чувствуешь этого удара, ты как будто находишься в шоке, и потом на тебя это все обваливается. То есть представьте себе, больница, у которой в палате умирает больной Иван Варади, посылает на почту на его имя письмо о его смерти. Вы знаете, это вот тот случай, когда даже мой муж, который, в общем, человек, на самом деле он не настолько миролюбивый, насколько таковым кажется, но даже он сказал, что это уже больше, чем много, это бестактность, она тоже должна иметь какие-то границы, особенно если это пишет лечебное учреждение, которое точно знает судьбу того человека, про которого она пишет. И мой муж собирается написать письмо в разные инстанции по этому поводу, задав одновременно много вопросов, которые у нас возникли про лечение. Но для меня это явилось каким-то, опять все поднялось сюда, опять все вылезло наверх. И когда мы вечером пошли с Сашей гулять, мы оба плакали. То есть, началось это, как всегда, он спросил меня: мама, у тебя все нормально? Я говорю: да как-то не очень. И, в общем, мы сели там на скамеечке, совершенно замечательный парк рядом с отелем, сели на скамеечке, как-то стали разговаривать. Сначала стала плакать я, и для Саши это тоже, когда я позволяю себе плакать перед ним, то он тоже позволяет своим эмоциям выйти. И мне, конечно, было очень тяжело просто вспоминать о том, что в бане нет, а он мне говорит: ты знаешь, я не могу себе никак простить, что меня рядом не было, когда он уходил, потому что я же был старшим братом, я всегда ему помогал. И ты знаешь, я же его вез последний раз домой, из дома во Фрайбург обратно на этом микробусе, он его сделал специально, вот эту кровать для Ваньки. Говорит, я помогала ему туда влезать и вылезать, и вот этот огромный человек, кстати, Саше 186 сантиметров, Ване было 196 сантиметров, то есть это очень высокий, красивый парень. Вот это, говорит, огромный человек, когда вставал на ноги, у него ноги дрожали, и мне нужно было ему помогать, то есть практически тянуть на себе. И мне было, говорит, его безумно жалко, но я все равно чувствовала, что я здесь, мое плечо. И когда я приезжал, говорит Саша, всегда Ванька шел как-то на шаг вперед. То есть один раз он приехал, и Ванька встал из инвалидного кресла, но после операции, и впервые стал ходить сам, хотя до этого отказывался, видно, присутствие старшего брата его к этому подтолкнуло. Второй раз, когда он приехал устроили нам сюрприз с моей лучшей подругой
с одной из моих лучших подруг Викой Петренко. Они приехали, то есть я знала про приезд Саши, не знала про приезд Вики. И когда Ваня, несколько дней мы были вместе, мы там ездили в ресторан, мы гуляли, и он отбросил костыли, просто бросил костыли и начал ходить сам. Тоже это было при Саше. И Саша говорит, ты знаешь, вот я все время чувствовала, что вот мой приезд для него чего-то значит. И вот именно тогда, когда я ему был больше всего нужен, меня не было рядом. И у меня полное ощущение, что я плыву в лодке, и вдруг моя лодка садится на мель, я протягиваю руку к брату, а там пустота, и некому мою руку взять. И вот это, вы знаете, настолько проникновенная вот эта метафора, и мне настолько стало жалко Сашку. Я, с одной стороны, вы знаете, я очень рада, что ни Саши, ни мужа не было, когда Ваня умирал, потому что, мне кажется, это очень трудно пережить. Я очень рада тому, что была там я, потому что для меня это вот тот момент, что я была рядом все это время, до самого последнего момента. Но в то же самое время я говорю о том, что это очень тяжело моим близким. Вот я все время задумываюсь. Вот я, ну, во-первых, моего участия в том, что их не было, не было. То есть Господь так распорядился. Получилось так, что муж всего на полчаса позже приехал. То есть они не додержали Ваню, они пытались сохранить ему жизнь до приезда отца. Он не приехал, а Саша приехал на несколько часов позже. То есть там шансов вообще не было. И я Саше сказала, я говорю, слушай, значит, не нужно было вам это видеть, раз так Бог распорядился. Я говорю, потому что если бы вам нужно было это видеть, вы бы увидели. Но это было тяжело. И мне, пожалуй, это было легче просто потому, что я все это время была с Ваней, я видела его в разных ситуациях, я была больше подготовлена. Но, в принципе, я, конечно, все время задумываюсь. Вот я все время говорю, что мне было легче. Да, мне было легче, потому что я с ним простилась, потому что я с ним поговорила. Но на самом деле, было ли это легче для меня, я не знаю. Может быть, это было тяжелее, потому что ты помнишь каждую минуту, каждую секунду. Они не уходят у тебя из головы. И вот получилось, знаете, все как-то так вместе сложилось, потому что понятно, что мое сегодняшнее состояние, оно связано не только с Ваней, не только с письмом из Фрайбурга, и не только с автонаполнением ведра, которое, я так понимаю, вот периодически оно то вверх, то вниз идет. Это, знаете, как жизнь с американскими горками. Вот ты знаешь, что ты на американских горках, ты знаешь, что будет вверх и будет вниз, но ты как будто бы сидишь с завязанными глазами, никак не знаешь, когда это произойдет. И вот то же самое — это жить с горем. То есть то у тебя хорошее настроение, то вдруг через минуту ты не знаешь, чем оно сменится, смехом или слезами. Вот. Но, в принципе, это все переживаемо. Просто сейчас еще здесь безумная жара. Ну, скажем так, если перейти к дневниковой системе, я сразу так вас оглаушила такими серьезными темами, а моя задача все-таки не только говорить о том, как я переживаю горе, а также о том, как протекает моя жизнь, потому что вполне может быть, что просто это кому-то может помочь, отвлечь, развлечь. И в конце концов, моя задача показать, что моя жизнь она состоит не только из горя. Но у нас засуха очень большая в Европе. И в Венгрии уровень Дуная понизился до очень опасного уровня, настолько, что в понедельник отключают Пакшскую атомную электростанцию, которая дает 50% электроэнергии для Венгрии. То есть, вероятнее всего, в стране будет нехватка электроэнергии. Уже сейчас говорят, что населению с 5 часов до 10 часов вечера нельзя использовать, ну, просят не использовать кондиционеры. Вы можете себе представить, что здесь, в Карловых Варах, намного прохладнее, здесь рядом горы, и хотя бы ночью можно получить облегчение. В Будапеште 40 градусов, и днем, и ночью получается. И представить себе, что вот еще не будет электроэнергии, не будет возможности охладить помещение, это, конечно, вызывает тревогу. То есть у меня уже там муж стал думать над тем, как купить генераторы и вообще как это присоединить, подсоединить. Понятно, что это будет сейчас дефицит, также будет сложно найти мастера, который тебе придет это установит. То есть вот это все, знаете, такое. А здесь, в Карловых Варах, тоже жара. И неприятная история в том, что я специально подбирала отель с кондиционером, и, соответственно, мы заплатили как за отель с кондиционером. Это отель «Дворжак», известный, о нем даже Татьяна Устинова написала одну из своих книг. Ну, то есть там не было описано название, но я знаю, что это о нем было написано.
И отели, в общем, очень пристойные. Только вся проблема с тем, что кондиционеры здесь не работают, даже их не пробуют отремонтировать. И, соответственно, за день тебя безумно выматывает жара. Ночью у меня нараспашку все окна, и хоть как-то я могу спать. А днем это просто ощущение ловушки. И жара выпивает у тебя почти все силы, а остаток отсасывает горе. И ты вот как тряпка находишься внизу, где-то вот там валяешься на полу, если говорить о душевном уровне. И, в общем-то, именно поэтому, может быть, это ведро, оно наполняется быстрее, потому что когда твои физические силы на дне, морально тяжело, когда ты спишь с трудом, то есть это, конечно. Но надо сказать, что для того, чтобы быть справедливой, я скажу, что есть и хорошие стороны у всего, потому что я же работаю, да, я продолжаю загружать видео, и уже 3-ю неделю наш с вами канал продолжает оставаться в 25% лучших авторов для небольших каналов с подписчиками до 3000 человек. И самое смешное в том, что есть такая аналитика у Ютуба, которую я все время просматриваю, и аналитика дает тебе каналы, подобные тебе, то есть твоих конкурентов, для того, чтобы ты мог посмотреть, что делают они, и повторить. Ну и в идеале они должны показывать мне каналы, подобные моему, потому что, ну, понятное дело, что мне можно показать канал ТВ1, ясное дело, что я как маленький, так сказать, ютубер совсем еще ясельного возраста вряд ли смогу что-то взять у огромного телеканала. Так вот, что вы думаете? Они мне как в качестве конкурентов предлагают исключительно видео с 1, 2, 3 миллионами подписчиков. Или еще у них есть тоже такая фишка, когда они тебе предлагают конкретно видео, у которых ты можешь взять идеи для повышения охватов. Мне обычно предлагают 3 видео, и последние дни из 3 видео 2 они мне предлагают мои же. Вот, то есть YouTube начал видеть, видимо, мой канал. Это значит, что он понимает, что содержание у меня уникальное, ничего похожего нет. И да, у меня большие трудности с тем, чтобы найти свою аудиторию, потому что канал же не коммерческий, мне просто важно, чтобы как можно больше людей могло получить помощь, но тем не менее я вижу, что YouTube все больше начинает это признавать, и я, конечно, преисполняюсь гордости, потому что это очень приятно, когда ты видишь результат того, что ты делаешь. Ну и у меня вообще такой характер, мои сегодня обозвали медоедом. Вот вы вполне, может быть, что не знаете, кто такой медоед. Я вам сейчас расскажу, потому что это, я считаю, хорошее завершение для нашей программы. Так вот, медоед – это такой зверушка, я бы сказала, которая приблизительно в 2 раза меньше нашего Джека. То есть максимальный вес медоеда до 13 килограмм. Это порода куньих. Вот. Теперь представьте себе, что медоед обладает совершенно поразительной бесстрашностью. То есть это зверь, который официально считается самым бесстрашным на Земле. То есть он, если видит препятствие, знаете, как вижу цель, не вижу препятствия. Вот это про медоеда. Если он видит препятствие на своем пути, препятствие для, например, того, чтобы найти или съесть то, что он хочет, он может напасть на льва, на крокодила, на кобру королевскую, может напасть на бизона. То есть представьте себе размер, да, 13-килограммовый этот самый медоед и бизон, ну или там королевская кобра. И самое интересное, что не просто напасть, он может их победить. Поэтому звери, зная о том, что это животное абсолютно безбашенное, они даже не пытаются. То есть все просто тихо разбегаются, когда видят медоеда, извините, то типа лучше давайте, ребята, уйдем, а то это совсем ненормально, и сейчас на нас навалится. Так самый прикол даже не в этом, а в том, что он еще и обладает таким уникальным совершенно качеством. На самом деле, смеялись мы все сегодня, потому что у него очень свободно прилегает к телу кожа. А это значит, там прям пояснено было в интернете, мы это дело прочитали, что это значит, что кожа очень толстая, кожа достигает 6 миллиметров толщину. И вот эти 6 миллиметров толщину не может прокусить практически никто. То есть и когда этот кто-то большой зверь, да, хватает, например, за попу, задницу, да, этого медоеда, медоед может извернуться внутри собственной кожи и укусить того, кто его кусает. Вот я так себе зрительно представила, как ты лев, здоровый царь зверей, да, ты кусаешь за
заднюю филейную часть, какую-то мелкую тварь, которая медоед, и он умудряется внутри своей кожи повернуться и тебя же тянуть. То есть вместо пятой точки у тебя вдруг возникает зубастая пасть. И еще самый интересный момент, что совершенно неизвестен механизм, каким образом медоед умудряется пережить любой укус змеи. То есть после любого укуса он не умирает. Максимум, что ему грозит, это 2 часа обморока, после чего он встает, как ни в чем не бывало, и продолжает доедать свою добычу. То есть совершенно замечательное животное, выглядит очень привлекательно. Хорошо, что его нет на просторах Европы, потому что такого соседа иметь немножко страшновато, поскольку каждый из нас не дорастает не то, что там до буйвола, а, в общем-то, надо сказать, что мы слабее даже собак, которые меньше нас. Вот. А теперь подумайте, что эта семья называет так меня. И вот здесь большой вопрос. Это комплимент, повод для драки или уже диагноз, я не знаю. Вот на этой совершенно такой позитивной ноте я хотела бы сегодняшний выпуск закончить. Завтра мы уже уезжаем дальше в Брюссель. Мне предстоит последняя ночь, я надеюсь, без кондиционера. И очень надеюсь, что завтра у меня хватит времени, что мы доедем, нам почти 700 километров ехать, что мы доедем, и я успею выйти завтра на связь. Если вдруг нет, то не пугайтесь, вероятнее всего, просто мы в дороге. Огромное вам спасибо за то, что вы были со мной. Я вас еще раз повторяю, как повторяю в конце каждого выпуска. Очень люблю, я вас обнимаю. Я желаю вам всем сил и желаю, чтобы ваше ведро, которое внутри вас, оно наполнялось не очень быстро и не очень мучительно. Я вас еще раз обнимаю. Спокойной ночи, хорошего дня, хорошего утра, в зависимости, кто когда меня смотрит. До свидания.